Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас утро вторника, и сейчас я хочу навести порядок в нашей спальне. У меня что-то здесь ужасно беспорядок образовался. Хочу поменять постельное белье, и заодно решила показать вам сегодня вообще, какие у меня есть комплекты постельного белья, немного поболтать на эту тему. Со мной тут рядом Рома, младший сын. Сейчас каникулы у меня у старшего сына, у Льва, он там в большой комнате сидит, смотрит мультики. Родион, средний сын, в детском саду, но сегодня будет сокращенный рабочий день, поскольку завтра 23 февраля. Сегодня, наверное, пораньше его заберу. Кстати, пишите в комментариях, какие подарочки вы приготовили своим мужчинам. У меня муж заказал, мы друг другу дарим такие полезные подарки, да, чтобы они точно пригодились, и он у меня заказал солнечные очки, но я думаю, что мы с ним завтра вместе сходим, подберем, потому что это такое дело, что лучше все-таки подбирать, чтобы они подошли человеку. Родиону я купила кое-что уже из одежды, уже ему подарила, там костюмчик в детский сад. Льву хочу заказать какую-нибудь книгу на Озоне, потому что он очень любит у меня читать. И Роме еще подарок не придумала. Так что сейчас буду начинать свою уборку, ну а для вас будет такая мотивация. Начинаю свою уборку, как я уже сказала, со смены постельного белья. Снимаю свой любимый белый комплект с орнаментом из бахромы. Я его заказывала, кстати, на Лари Дуд, если кому-то интересно. И я сейчас очень люблю чисто белое постельное белье. Единственная проблема, что после нескольких стирок белое постельное белье, как и другие вещи, например, рубашки, у меня сереют, но мне кажется, так у многих. И у меня вечно такая проблема, как отбелить белые вещи. Я в последнее время пользуюсь кислородным отбеливателем, заказываю его либо на Озоне, либо на Валберес. Это перкарбонат натрия, здесь вот такие мелкие гранулы. Его нужно растворять в самой горячей воде из-под крана, чтобы пошла реакция, и потом уже замачивать белые вещи. Я оставляю, как правило, часа на 2-3, и вы знаете, вот какие бы я отбеливатели не перепробовала, сейчас уже после того, как несколько раз я попробовала отбелить белые вещи, я могу сказать, что вот только этот отбеливатель реально мне помогает. У меня обычно вещей очень много, и постельное белье, и рубашки, и белые полотенца, и я обычно самую горячую воду из-под крана наливаю вот в эту ванночку из Икеа, потом размешиваю обязательно в перчатках, потому что вода очень горячая, чтобы не обжигаться, и когда уже все растворяется, я кладу туда вещи. Так что вот такой у меня вам совет по отбеливанию вещей, может быть, кому-то пригодится. Хотела тут немного отвлечься от уборки и показать вам первые более-менее уверенные шаги нашего младшего сына Ромы. Он на протяжении месяцев 2, наверное, как-то все побаивался, ходил вдоль опоры, в основном ползал, но вот сейчас более-менее уверенно ходит. И еще хочу показать вам посылку, которая приехала к нам от мебельной фабрики Друг Кузя. Мы заказали растущий стул белого цвета. У нас уже один такой растущий стул есть, но цвета венге. Но поскольку у нас сейчас на кухне стол белый, и в новой квартире у нас планируется также мебель белого цвета, поэтому мы заказали белый стул. Если вы не знаете, на какой стул усадить ребенка, если он у вас постоянно криво сидит, если вы беспокоитесь за его осанку, если у него постоянно болтаются ноги за столом, я вам искренне от души советую заказать растущий стул Друг Кузя, потому что этот стул будет расти вместе с вашим ребенком. Когда ребенок будет сидеть на этом стуле, у него точно будет прямая спина, ножки не будут болтаться, и нижнюю подножку вы сможете отрегулировать под рост вашего ребенка. Кстати, стул подходит для детей возрастом от 6 месяцев и аж до 16 лет и выдерживает до 120 килограмм. У стула регулируется спинка, сиденье и подножкой, и врачи-ортопеды рекомендуют для развития правильной осанки именно стулья с прямой спинкой. Мебельная фабрика Друг Кузя является и производителем стульев, и у стула очень приятная и доступная цена, всего от 3990 рублей, и мне кажется, это будет отличное вложение в здоровье вашего ребенка, в то, чтобы вы не беспокоились о его осанке. Кстати, недавно в гостях у меня была подруга, к слову сказать, она фитнес-тренер, увидела у нас этот стул и по моей рекомендации заказала для своего сына, школьника, такой растущий стул, и они просто не нарадуются. Она мне очень благодарна, потому что реально для ребенка это то, что нужно. Ссылку на официальный сайт мебельной фабрики Друг Кузя, на их инстаграм я оставлю внизу в описании под видео, так что кому интересно, проходите и выбирайте стульчик. У них огромный ассортимент в плане цвета, можно выбрать стульчик под любой интерьер. Также для малышей можно заказать столик, который фиксируется на стул, можно заказать подушки на стул, так что я думаю, что вы обязательно найдете что-то на свой вкус.
Хочу показать вам комплекты постельного белья, которые у меня есть на сегодняшний день. Всего у меня получается 5 комплектов постельного белья. Вот здесь вот 4 и 5-й белый, который вы видели, у меня сейчас в стирке. Кстати, вот этот белый комплект постельного белья, он из Ларри Дуд, и он мой самый-самый любимый. Я просто сейчас кайфую от постельного белья белого цвета, и я считаю, что оно самое красивое, самое роскошное, выглядит самым дорогим. И вот если вы обратите внимание, в отелях, в таких хороших отелях 5-звездочных, никогда не будет какого-то цветного постельного белья. Также из нейтральных комплектов у меня комплект из Ikea, вот такой бежевый, и вот этот второй комплект тоже из Ikea. Простыню я докупала отдельно, она без резинки, и сам комплект, там такой городской пейзаж бело-черный, но тоже я считаю нейтральный. А вот в этом комплекте у меня простыня на резинке, я ее как раз сейчас уже застелила. На сегодняшний день, поскольку у меня, давайте я вам покажу, поскольку у меня здесь обои такие достаточно акцентные, они хоть и нюдовые, такие с розами, да, хозяйка здесь поклеила перед тем, как мы переехали в эту съемную квартиру, но все равно они с рисунком, и мне не хочется сейчас стелить никакое постельное белье, кроме вот того белого комплекта моего любимого и вот этого бежевого комплекта. Поэтому вот эти цветные комплекты, они у меня сейчас просто лежат без дела. Вот этот комплект с авокадо и вот этот комплект тоже из Ларри Дуд, они мне очень оба нравятся, но я сейчас с таким интерьером просто не могу их стелить. Мне кажется, что будет тогда полная каша. В общем, у меня рука не поднимается их сейчас постелить. Развернула камеру, чтобы так с вами поговорить. В общем, у меня все комплекты постельного белья из хлопка. И дело в том, что я не люблю комплекты постельного белья из сатина, из шелка. Какие-то такие, знаете, скользкие. Мне на них некомфортно спать. Мне нравится, чтобы был именно хлопок. Мне нравятся комплекты постельного белья из бязи. Бязь, она такая более плотная. Может быть, для кого-то она грубовата, но мне вот наоборот нравится постельное белье. Чем плотнее, тем лучше. Если говорить о комплектах постельного белья из Ikea, то вот этот комплект, он, по-моему, до сих пор есть в продаже. Я посмотрю, если что, вставлю вам картинку. Он достаточно тоненький, прям такой тоненький-тоненький. Вот этот он поплотнее. Вот этот комплект постельного белья, кстати, точно есть в продаже. Вот этот совсем такой достаточно. Это, по-моему, бязь, и он российского производства. Он мне нравится, такой плотненький. Вот этот из Ларри Дуд тоже достаточно плотный. В общем, вы поняли, что мне нравятся такие плотные комплекты. Кстати, муж у меня наоборот любит что-то такое потоньше, поприятнее. Я когда вот этот заказала, ему очень понравился. А вот эти два ему кажется немного грубовато. Кстати, в комментариях, сколько у вас комплектов постельного белья. Я так периодически провожу такие опросы. Помню, как-то давно мне писали, что у кого-то там 10, 8 комплектов постельного белья. У меня долгое время было всего 2 комплекта, и меня это вполне устраивало. Например, вот детских комплектов, для кого-то это покажется удивительным, но до сих пор у меня детских комплектов по 1 штуке, и когда я стираю, я просто с утра стираю, у меня в течение дня все это сохнет, к вечеру я могу прогладить, и все, и надеваю как бы перед сном. Так что вполне нормально, не вижу я в этом ничего страшного. Но у меня не так много места для хранения, может быть, когда мы переедем в новую квартиру, может быть, у меня там будет больше мест для хранения, может быть, я и детям докуплю, но пока вполне устраивает. Я себя плохой мамой не считаю из-за того, что у меня детей по 1 комплекту постельного белья. Продолжая менять постельное белье, как вы поняли, сегодня я решила надеть комплект из Ikea бежевый, и сейчас надеваю наволочки на наши ортопедические подушки. Я уже несколько лет, не знаю, наверное, больше 5 лет я сплю только на ортопедической подушке, она у меня также из Ikea, очень мне нравится. Если у вас есть какие-то проблемы с шейным остеохондрозом, то рекомендую вам попробовать спать на ортопедической подушке. На ней можно спать и на спине, и на боку. Я перешла на ортопедическую подушку после первых родов. У меня была такая проблема, что из-за шейного остеохондроза у меня немели руки. И после того, как я прошла курс массажа, еще курс физиопроцедур в поликлинике и перешла спать на ортопедическую подушку, у меня все эти проблемы прошли. Для крепления одеяла внутри пододеяльника я использую вот такие невидимые булавки. Прошу простить моих постоянных зрителей, что я достаточно часто о них рассказываю. Можете это место перемотать. Но они реально очень хорошо помогают, чтобы одеяло никуда
вода внутри не сбивалась. Мне писали в комментариях, что это небезопасно, что они могут как-то расстегнуться, но вот не знаю, я, наверное, года 3 ими пользуюсь, и ни разу у меня они не расстегивались, все нормально. Кстати, ребят, по поводу ремонта, я знаю, что многие смотрят мои видео и думают, почему же она молчит, ничего не рассказывает про ремонт, потому что мне кажется, что это тема, которую больше всего ждут зрители на моем канале. Ребят, ремонт у нас начинается на этой неделе. Буквально вчера муж встречался с прорабом. И хочу сказать огромное спасибо всем, кто написал комментарий под видео, где я показывала планировки для нашей квартиры. Я все прочитала, и особенно интересно мне было прочитать комментарии людей, которые живут в похожей планировке или жили в планировке с объединенной кухней и гостиной. И, в общем, все это я прочитала, переварила, обдумала и вспомнила, что изначально, когда мы с мужем обсуждали планировки, он был против объединения кухни и комнаты, он хотел именно раздельную комнату, чтобы у малышей была своя отдельная комната, а вот именно объединить кухню с комнатой, это была моя идея, мы спорили даже с ним по этому поводу, и в итоге я все еще хорошенько обдумала, мы с мужем еще раз обсудили и все-таки пришли к мнению, что будем делать отдельную комнату для малышей. Так что еще раз большое спасибо всем, кто переживал за наших малышей, за наших детей, кто хотел, чтобы у них была отдельная комната, у них она будет. Здесь я вам показываю уже следующий день. Я снимала это видео на протяжении 2 дней. У меня уже высох белый комплект постельного белья, и я стараюсь постельное белье все-таки гладить. Был у меня один период в жизни, когда я не гладила постельное белье, просто его аккуратно складывала. Но вот сейчас я его глажу, хоть у меня и не так много времени, но мне кажется, раз в 10 дней, в принципе, можно найти время, чтобы погладить постельное белье. Кроме того, его не так сложно гладить, как какие-то предметы одежды, так что нормально. Я обычно на фон себе включаю либо аудиокниги, либо какое-то видео и получаю такое удовольствие от этого процесса. Кстати, хотела еще вам рассказать вот этот плед, который у нас сейчас на кровати. Ему, наверное, 2,5 года. Я его заказывала на Валберес, и вы знаете, он мне что-то надоел. Мне хочется его заменить, кому-то его отдать, подарить, и хочется сюда купить плед цвета пыльной розы, такой нежный, неяркий, он идеально впишется и в этот интерьер в съемной квартире, и также я хочу его забрать потом с собой в новую квартиру. Я уже как-то рассказывала вам в одном из видео, что в новой квартире, именно в спальне, я какие-то элементы планирую тоже вот такого нежного цвета пыльной розы. Может быть, шторы, плед, может быть, еще какие-то элементы. Ну, то есть, чтобы не вся спальня была розовая, да, потому что все-таки я не одна в этой комнате живу. Наверное, не все мужчины так лояльно относятся к розовому цвету. Так что хочу заказать такое какое-то стеганое покрывало, и чтобы оно было по размеру больше, чем вот этот плед. Кстати, поделитесь в комментариях, если вы где-то заказывали красивое стеганое покрывало на кровать, где заказывали, будет очень интересно и полезно мне почитать. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Я, когда глажу, для утюга использую дистиллированную воду, и последнее время стала добавлять несколько капель эфирного масла, буквально немного. У меня сейчас эфирное масло от Ylang Ylang, мне очень нравится этот аромат, и если несколько капель добавить, то вещи потом очень приятно пахнут. Мне где-то писали в комментариях, не остается ли потом жирных пятен на одежде. Если добавить немного, буквально 3-5 капель на полный контейнер с водой для утюга, то никаких жирных пятен не останется.
И я уже здесь перебралась на кухню. Сейчас конец февраля, и вы знаете, мне уже хочется какой-то весны, привнести хотя бы небольшими элементами декора уже вот это весеннее настроение. И я решила убрать зимний декор и поставить свои любимые декоративные цветы. Вы знаете, я не очень люблю искусственные цветы в доме, но когда я заказывала вот именно эти декоративные пионовидные розочки, мне показалось, что они очень похожи на настоящие. Они действительно очень реалистично сделаны, и я их ставлю вот в такую картонную круглую коробку. Кто давно смотрит мои видео, наверняка уже эти цветы и коробку видел. У меня долгое время они стояли на кухне, потом как-то они мне поднадоели, я их убрала, и вот сейчас я уже соскучилась по ним и решила снова их достать. Мне кажется, что они очень красивые и мило смотрятся на кухне. Единственное, нужно заменить вот эту коробку с салфетками, что-то такое более подходящее по цветовой гамме приобрести, и будет вообще самое то. Друзья, я когда монтировала это видео, вспомнила, что я совсем забыла вам показать, как мы отметили мой день рождения. И мне все-таки хочется на канале оставить эти кадры, поделиться с вами, и, может быть, кому-то пригодится информация, потому что мы ходили в кафе «Пушкин», я очень давно хотела туда попасть. Единственное, мы ходили не в ресторан «Пушкин», а именно в кафе-кондитерскую, потому что мы ходили туда в первой половине дня, мы приехали к 11 часам, и в ресторане верхний зал, который называется библиотека, который очень красиво обставлен, он еще был закрыт, он работает только с 12 часов дня, и поэтому мы решили зайти в кондитерскую, но там тоже очень красивый интерьер. Кстати, я у официанта спрашивала, что-то там осталось еще вот из 19 века или там уже полностью все обновленное, и официант мне сказал, что паркет там старый. Он подвергался реконструкции, но все-таки он подлинный, очень старинный. Вот реально мы когда стали рассматривать, очень такой интересный паркет. Это не я заказал. Поскольку мы приехали туда достаточно рано, ну, по меркам Москвы, по крайней мере, то мы заказывали себе там блюдо на завтрак. Мы заказали яйцо пашот с лососем и также брали фирменные десерты. В принципе, все вкусно, ну, цены, наверное, московские. И в этой кондитерской, конечно, огромный выбор сладостей, пирожных, тортов. Намечался как раз День влюбленных, и там вот по этой тематике очень большой был выбор. Конечно, все такое аппетитное, красивое. При входе встречает гостей вот такой кот или кошка. Мне кажется, что оформлен интерьер в таком очень красивом стиле. Мы туда ездили вдвоем с мужем. Иногда все-таки нужно устраивать себе такие свидания. И мне очень понравилось, как мы сходили. У меня было такое приподнятое настроение. И очень классно, что мы поехали туда именно в первой половине дня. Потому что, мне кажется, день рождения, вот это ощущение праздника должно быть с самого утра. И еще показываю вам здесь такой необычный, милый, нежный букет, который мне подарил муж с сыновьями. Это, кстати, была инициатива Льва купить маме такой букет. Я даже не ожидала. Здесь сочетание вот этих коробочек хлопка с цветами. Коробочки хлопка потом можно взять, использовать в других каких-то композициях. На этом буду заканчивать свое видео. Если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, пишите ваши комментарии. Я все читаю, всем стараюсь отвечать. И мне очень нравится общаться с вами в комментариях. До встречи в новых видео. Всем пока!